El vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Музыка, о которой мы сегодня с вами поговорим, называется корридо. И вы даже не представляете, насколько это вообще уникальная во всех смыслах вещь. Вот сразу пример. Находим клип на трек под названием Lady Gaga артиста Peso Pluma. У него 300 миллионов просмотров и вроде бы все вполне обычно. Чуваки тусуются и ведут себя так, будто бы YouTube рекомендации закинули тебе в ленту еще один рэп-клип. А, стоп, погодите, кажется, я забыл включить звук. Это большущий хит из 2023 года, в котором вместо громких басов и электроники на передний план выходит контрабас, гитары и трубы. Как так получилось вообще? Почему у акустической музыки из Мексики произошел такой мощнейший бум за последние пару лет? Почему за исполнение песен в этом жанре артистов депортируют из США, а в Мексике за ними охотятся государства и преступные группировки? А еще, оказывается, это жанр с большущей историей, которая тянется еще с 19 века. И это не тот случай, когда традицию кто-то исказил. Жанр корридо все еще работает как фольклор, передающийся устами и фиксирующий все, что происходит в мексиканской реальности, включая даже самые темные эпизоды, связанные с наркокартелями. Зачастую это приводит к цензуре, но иногда все оборачивается большой трагедией. Это канал Тихое Место, меня зовут Саша Куликовский, и я надеюсь, у вас сегодня за окном не слишком жарко, потому что сегодня мы с вами пройдем столетний путь под палящим солнцем пустыни Чиуауа и окажемся на территории, где законы вместо властей пишут картели, а правду вместо прессы доносят музыканты. Эта музыка у нас крайне непопулярная, так что попрошу поддержать ролик лайком, если вам понравится. Я буду очень благодарен вам за это. Приятного вам погружения. Если так задуматься и прикинуть, о чем чаще всего поют мексиканские музыканты, то можно выбрать три ключевые темы. Первая – социальное неравенство. Вторая – всякие вдохновляющие истории о мужестве и чести. Но самое популярное – это, конечно же, любовь. Зачастую, конечно же, про всякие брейкапы и разбитое сердце, но бывают и очень красивые работы, напоминающие самое милое признание в любви. И если музыкантам приходилось выдумывать теплые слова, чтобы спеть их под окнами возлюбленной, то сейчас такой необходимости нет. Можно просто написать понравившемуся человеку в приложении «Ковер» и завязать общение. В ковре нет свайпов и мэтчей. Писать можно кому угодно. Найдите нужного человека через фильтры по целям и интересам. Например, мы знаем, музыка как ничто другое объединяет людей. Выбираем в фильтрах по интересам концерты и пишем той, с которой будете часами обсуждать музыкальные новинки и ходить на концерты и фестивали с любимыми артистами. Если ваше сердце занято, не беда, потому что в ковре можно также найти компанию для похода на крутой ивент, либо просто родственную душу, с которой можно обсудить свое хобби. А еще ковер крут тем, что для жителей и гостей крупных городов здесь собрана афиша самых необычных событий и мест вокруг. Вечер стендапа, творческое приключение на яхте, спектакль или джазовый концерт. Проблем с выбором места для первого свидания или встречи с компанией точно не возникнет. Ссылочка на приложение будет ждать вас в описании, ну или по QR-коду на экране. Не теряйте время и обязательно воспользуйтесь возможностью найти своего человека вместе с сервисом Ковер. Мексика. Государство с очень незавидной судьбой, построенное на скелетах, войнах, революции и богатейшей культуре. Это место, где накладываются друг на друга призраки древних цивилизаций, ацтеков и майя, колониальное наследие, европейская миграция и африканское влияние. Это мирная страна, в которой парадоксальным образом каждая пыльная улочка и каждое шоссе являются фронтом многолетних боевых действий между истеблишментом сразу нескольких государств и могущественными наркокартелями, которые по сути являются здесь альтернативной властью. Мексика — это удивительное место, где смерть встречают с улыбкой на лице. Героями местного фольклора становятся святые разбойники, а самые оптимистично звучащие песни посвящаются наркобаронам, за которых бедные слои населения готовы выходить на протест и даже проливать в случае чего море слез. Корридо всегда был голосом людей, от которых отмахивалась власть. Крестьяне, бродяги, мигранты, потомки рабов, партизаны – все они были незаменимой частью корридо и по сути целевой аудиторией, для которой все эти песни и сочинялись. Особенно полезными корридо были во время мексиканской революции во втором десятилетии прошлого века. Это был такой инструмент народной пропаганды, который помогал безграмотным людям, которые даже читать не умели, отслеживать хронологию ключевых событий и знать, кто есть кто и за кого стоит сражаться. Ключевыми героями революции против диктатуры Порфирио Диаса были Эмилиано Сапата и Панчо Вилья. Про этих двоих было написано немало песен, прославляющих их подвиги среди простого народа, даже век спустя после их смерти. Если найти на ютубе корридос, посвященные Сапате и Вилье, то там обнаружатся комментарии, написанные вот буквально на днях, в которых люди пишут сообщения в духе «Генерал Вилья, как же нам сейчас вас не хватает». То есть корридо старого образца — это даже не про то, как прославить человека, а скорее про передачу его духа. Это музыкальная былина, способная сохранить волю, характер и образ революционера в народной памяти. 2000 soldados, 300 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país.
Важно обратить внимание на то, что коррида невозможно записать без конкретных инструментов. В сердце этой музыки обязательно должна быть акустическая гитара. Обычно это либо реквинто, чуть такая уменьшенная гитара с высоким резким звуком, либо бахо сексто, 12-струнный инструмент, где струны будто бы разбиты по парам, и звук такой более глубокий и плотный. За прыгающий бас здесь отвечает тололоче, вот такой контрабас, который по сути появился в Мексике благодаря влиянию европейских мигрантов из Польши и Чехии. К слову, если вы сейчас попробуете сравнить звучание корридос и польки, то обнаружите немало сходств в двух жанрах. Ну и последний ключевой инструмент – трубы. Именно они делают эту музыку слегка веселой и торжественной, даже если она повествует о трагедии. Весьма узнаваемый подход к культуре, который сумела создать Días de los Muertos, ну или более известен как День мертвых, и превратить праздник смерти в самый живой день в году. Практически весь 20 век, уже после Мексиканской революции, корридос вообще никак не доминировали ни на культурной, ни на музыкальной сцене. Они не вписывались в постреволюционный порядок и были вытеснены в приграничье Мексики и сельскую местность. На их место пришла официальная история, кино, живопись, марьячи, болеро и другая всячина, которая закрепила роль страны в развитии мировой культуры 20 века. Но корридос воспринимались людьми скорее как рудимент эпохи. И так было вплоть до 80-х, пока ослабленная коррупцией и социальным дисбалансом страна, которую долгое время использовали колумбийские картели в качестве посредника, внезапно не превратилась в основного игрока в наркоторговле. Мексиканские группировки формировались со скоростью звука. Местные органы власти, по сути, без сопротивления отдавали картелям целые города за взятки, а силовые структуры особо даже не вмешивались в деятельность преступников из-за высокой угрозы. Но и это уже не говоря о том, что в охрану картелей набирали профессиональных военных и бывших полицейских, создав на ровном месте полноценную подпольную армию. Для многих мексиканцев участники картелей казались не просто устрашающей силой, а кем-то вроде объектов подражания, особенно на фоне разочарования в официальные власти. Участники картелей не только разъезжали по улице на крутых тачках, но и вкладывались в бедные кварталы, строили храмы, раздавали деньги на улице и так далее. Укради у богатого и раздай все бедным. Это не только кредо Робина Гуда, но и знаменитая часть образа благородного бандита. В мексиканской истории похожими героями были Хесус Мельверде и национальный герой Хоакин Мурьетта, с которого, кстати, списали Зорро. В 70-х певцы коррида внезапно переключились на контрабандистов и койотов, так называют людей, которые помогают за деньги перебираться через границу США. Они видели в этих людях победителей прогнившей системы и начали создавать с ними разные сюжеты, в том числе драматические. Например, группа Los Tigres del Norte выпустила в 1974 году песню про наркоконтрабанду, в которой фигурировали персонажи по типу Бонни и Клайда. По сюжету они провезли через границу незаконные вещества, а позже все закончилось жестоким предательством и гибелью одного из любовников. Не буду спойлерить, кого именно. Такая музыка описывала реальность такой, какая она есть. И это отличалось как от государственной пропаганды, так и от того, что можно было услышать на эстраде. Корридос вновь ожили благодаря сохранению аутентичного подхода. Их продавали незаконно на кассетах. Они звучали на приграничных пиратских радиостанциях, а их содержание постепенно становилось все более и более агрессивным, с постепенным ростом влияния наркокартелей. В 90-х и начале нулевых Мексика переживала критический момент в современной истории государства. Подписание соглашения о свободной торговле США и Канадой привело к сильному повышению безработицы и росту эмиграции. Ключевая партия в стране впервые после революции проиграла выборы, но картели становились все более и более влиятельными. Коррида стал незаменимой частью мексиканской наркореальности, уличной и теневой культуры. Поначалу музыканты пели свои песни вообще без упоминания каких-либо конкретных имен или картелей. Это были размытые образы преступников, которые подавались как героические истории. Чалино Санчес был очень известным музыкантом, который мог выйти на улицу с пистолетом в кобуре и запеть при этом ангельским голосом о самой мрачной уголовщине, основанной на реальных событиях. Причем Санчес был человеком с очень непростой судьбой, который успел похоронить несколько близких людей, взять грех на душу и убить человека и поработать койотом. Однажды кто-то попытался убить певца во время концерта, но Чалино не растерялся и открыл встречный огонь. И даже понимая, что за ним кто-то ведет охоту, Санчес продолжил свои выступления по Мексике. В 1992 году неизвестный человек передал ему на сцену записку, прочитав которую, Чалино нервно посмотрел в зал и продолжил исполнять свою музыку.
tengo el alma enamorada, no más de pensar el corazón, de soñarme noche. На следующий день его нашли застреленным. По легенде, в записке было указано, что за ним скоро придут и что этот концерт станет последним в его жизни выступлением. В нулевых, когда Мексика находилась в максимальной точке напряжения перед объявлением нарковойны президентом Кальдерона, корридос уже утратили свою романтическую жилку и превратились в орудие пропаганды уже картелей. Музыканты буквально обслуживали разные мероприятия участников картелей, напрямую и поименно благодарили наркобаронов за их вклад в улицы, рассказывали всем подробностях, как действуют сикарио, палачи картелей. И все это звучало так же, как и раньше, весело и торжественно. Вот это Валентин Элизальде. В 2001 году он выпустил песню, полностью посвященную побегу Эль Чапо из тюрьмы. С одной стороны, текст звучал как новостная хроника, а с другой Валентин напрямую высмеивал компетенцию полиции и угрожал врагам Эль Чапо. В 2006 году в 27-летнего Валентина выстрелили 25 раз, когда он садился в свой джип после концерта. Сделали это участники картеля Los Zetas, потому что он спел не ту песню, не на той территории. И подобных случаев угроз или непосредственно летальных случаев, связанных с мексиканскими музыкантами, можно собрать целую папку. Важно еще понимать, что начиная с нулевых, наркокорридос активно глушились государственной цензурой. Отмена концертов, запрет на исполнение, штрафы – все это было вполне обыкновенной рутиной для этого жанра, не считая отдельных рисков, о которых мы говорили ранее. Но если тогда музыка была популярна исключительно среди мексиканцев, то в начале 20-х корридо внезапно превратился в глобальный жанр с конкурентоспособными хитами. Произошло это благодаря очередному витку эволюции жанра под названием корридо тумбадо. И если в случае с наркокорридо суть понятна прямо из названия, то тумбадо требует пояснения. Буквально это сленговое слово можно перевести как расслабленный, либо подавленный. Можно даже интерпретировать его как крутой. Но это, знаете, как одно и то же слово в русском мате обретает разные значения из-за контекста. Такую характеристику новому корридо подарило молодое испаноязычное поколение в Мексике и в некоторых регионах США. Это была молодежь, которая росла не только на романтизации картелей, но и на трэп-музыке. В мексиканскую песенную традицию вмешались автотюн, зумерский флекс от первого лица, меланхолия, странный ритм и даже что-то от регги и реггетона. Из-за этого корридос тумбадос порой называют трэп-корридос, даже несмотря на то, что между этой музыкой и трэпом чисто музыкально огромнейшая пропасть. Peso Pluma, Чави, Нейтан Вега, Юниор Эйч, Натаниэль Кано и другие музыканты ворвались в индустрию просто с двух ног, предлагая слушателям свежий взгляд на мексиканскую акустическую музыку. Если в революционный период корридо выполнял функцию мостика между народом и новостной хроникой, то гибридный подход корридос тумбадос восстанавливал сломанную идентичность поколения Z. В целом это чем-то напоминает бум реггетона, про который на канале выходило видео 2 года назад. Только в отличие от реггетона, который аккуратно адаптировался под американскую поп-повестку, корридос тумбадос не меняли свою суть. Это все еще была очень живая и антитрендовая музыка с тололочи, гитарами и даже аккордеоном. Корридос тумбадос снова вывели Мексику на культурную карту мира. Музыкантов начали приглашать на престижные фестивали, песни собирали тумбиллионы прослушиваний. Казалось бы, все были довольны, но потом случилось это. A rising Latin music star whose songs include lyrics praising El Chapo won't play a concert in Rosemont tonight. This because of threats from a drug cartel. В городе Тихуана, где должен был пройти концерт Peso Pluma, появился баннер с угрозой музыканту. В конце была оставлена подпись «Картель нового поколения Халиско». Это один из самых быстрорастущих картелей в Мексике, в который входит около 20 тысяч человек, и которому очень не понравилось то, что Peso Pluma ранее респектовал Эль Чапо. Из-за этого пришлось отменить сразу же 6 концертов. Такую же угрозу получали и Фуэрза Регида, и Натаниэль Кано, и другие музыканты. После такого решения отменить концерт кажется вполне резонным. Вряд ли миллионы подписчиков в Инстаграме и мировая известность спасут тебя в стране, где из-за картелей бесследно пропали десятки тысяч человек и погибли сотни тысяч. Для Peso Pluma и остальных заигрывание с наркокорридос является не просто понтами, а способом сохранить собственную идентичность. То есть суть не только в том, чтобы спеть о том, как тебе разбило сердце какая-то мамасита, но и показать, что ты настоящий бунтарь, не системный игрок. В феврале этого года администрация Дональда Трампа внесла несколько латиноамериканских картелей в
список террористических организаций. 6 из 8 картелей были из Мексики. Чуть позже последовали первые санкции и против тех, кто исполнял коррида. Первыми под репрессии попали участники группы Los Alegres del Barranco, которым США аннулировали визы. Последнее, что нам нужно, это приветственный коврик для людей, которые восхваляют преступников и террористов. Такие слова написал Кристофер Ландау в Твиттере. Но на мой личный взгляд, сложно назвать это справедливой борьбой с преступностью, если твои методы задевают музыкантов. По такой логике следовало бы запретить весь гангстер-рэп, кино про мафию и даже серию GTA. Подобные санкции и цензура не утопят наркокорридос. Своими запретами они только сделают их более желанными. Мексиканские власти, которые в свою очередь тоже оказались под давлением США из-за новых пошлин и призыва администрации Трампа усилить борьбу с картелями, от отчаяния решили вновь душить наркокорридос изнутри. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в свою очередь выступает против прямого запрета и призывает к регуляции коррида, чтобы в этой музыке было меньше агрессии и насилия. То есть вместо того, чтобы взглянуть на корень проблемы, которая топит Мексику в крови уже больше 40 лет, правительство лечит не саму болезнь, а только ее симптом, которым и являются наркокорридос. Вот такая музыка контрастов. С одной стороны торжественные и очень красивые песни с трубами и гармошкой, а с другой пожирающий себя змей Ураборос. Жанр, который играет со смертью лишь ради того, чтобы рождать бессмертных героев. Фух, надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо, что продолжаете смотреть «Тихое место». Если хотите еще иногда почитывать мое мнение о новых альбомах или узнать о каких-то новых артистах, которых я открываю для себя, то заходите в наш телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Ну, либо можете просто навести камеру своего телефона на экран, и вас туда автоматически закинет. Надолго не прощаемся.